По данным исследования в Дублине, в Европе примерно 30% протестированных рыбных продуктов содержали не те виды рыбы, которые были указаны на упаковках или в меню. Американская организация Oceana опубликовала данные, что 33% продающихся в США рыбных продуктов содержат не тот вид рыбы, что заявлен на этикетке. Для этого ученые из Oceana провели ДНК-тесты. В 33% случаев продукции из рыбы содержала совсем не ту рыбу, что была заявлена производителем. Чаще всего встречались подделки морского окуня – 87% и тунца – 59%. Самым опасным каналом для покупки рыбы эксперты назвали суши-рестораны. Здесь идет подмена видов рыб в 74% случаев. Чаще всего встречается следующая фальсификация. Под видом семги продают кету, жучь или горбушу. Вместо палтуса продают пангасиус. Под видом окуня продают минтай. Вместо белого тунца продают масляную рыбу. Осетрину также заменяют масляной рыбой. Под видом филе судака продают пангасиус. Вместо трески продают минтай и хек. Под видом экзотических видов рыб продают филе пангасиуса. Пангасиус популярен из-за его дешевизны. Однако покупать такую рыбу мы не рекомендуем. Пангасиус массово разводят во Вьетнаме. Это сом, который быстро растет и питается донными отложениями. Это самая некачественная и грязная рыба, которую можно встретить на прилавках магазинов. В ней много тяжелых металлов и прочей химии. То же самое можно сказать и о тиляпии. Окрашивание рыбы. Самое интересное происходит с семгой и форелью. Их подкрашивают химическими красителями. То есть из более дешевой форели делают дорогую семгу. Также красят на татению и продают под видом лосося. Кстати, производители изменяют цвет рыбы еще в процессе выращивания, добавляя в корм такое вещество, как астаксантин. Вообще, натуральная дикорастущая красная рыба имеет бледно-розовый цвет мяса, а само мясо полупрозрачное. Накачивание рыбы водой. Искусственное увеличение веса достигается не только за счет ледяной глазури, но и с помощью полифосфатов, которые удерживают влагу в толще мышц. Так покупатель платит за воду вместо рыбы. Лед может составлять от 30% до 300% от веса рыбы. Наличие полифосфатов в замороженном продукте можно определить по чрезмерному глянцевому блеску филе. При жарке рыба с полифосфатами пенится и приобретает серый оттенок. Химическое растворение костей. На перерабатывающих заводах и фасовочных цехах используют одну хитрость. После посола кусочки филе помещают в специальный созреватель, который растворяет кости. Сельдь натурального посола имеет в мякоти мелкие кости и упругое мясо. Но сельдь, вымоченная в химии, светлее, рыхлее и не содержит костей. Рекомендации по выбору свежей рыбы. Рекомендуется покупать целую рыбу или с хвостом и плавниками. При покупке рыбы необходимо понюхать ее. Рыба должна пахнуть морем и ничем другим. Неприятный запах аммиака – признак того, что рыба не свежая. Глаза рыбы должны быть блестящими и прозрачными. Если глаза мутные и впавшие, рыба не свежая. Свежая рыба должна быть обязательно скользкой на ощупь, но не липкая. Жабры должны быть ярко-красные, без пятен. Чешуя не должна осыпаться, плавники должны быть целыми. Кожа должна быть яркой и блестящей. При надавливании мясо должно быть упругим. Чем старее рыба, тем мясо мягче. Если после надавливания остаются вмятины от пальцев, значит рыба старая. Рекомендации по выбору замороженной рыбы. Если рыба замораживалась первый раз, то ее глаза выпуклые. Если рыбу размораживали и снова замораживали, то ее глаза будут впалыми. Не покупайте прессованное филе рыбы, потому что это покупка кота в мешке. Там могут быть не только отходы рыбного производства, но и химические наполнители. Если при жарке филе рыба пахнет аммиаком, значит в ней много химии. Такую рыбу лучше не употреблять. Аммиаком обрабатывают ту рыбу, которая начала портиться. Замороженная рыба должна быть покрыта тоненькой коркой льда, через которую отчетливо видны все детали мышечной ткани рыбы. Если ледяной слой толстый и матовый вас обманывают, вы будете переплачивать за воду. Внешний вид льда может много сказать о качестве рыбы. Если на поверхности льда есть трещины и наплывы, это говорит о том, что рыбу много раз замораживали и размораживали. Желтоватая или мутная корка – признак того, что рыба не свежая. Рекомендации по выбору соленой рыбы. Жабры должны быть розового цвета. Коричневые жабры указывают на то, что рыба не свежая. Покупайте только то филе рыбы, в котором есть косточки. Его не вымачивали в химическом созревателе. Смотрите на разрез рыбы. Если по краям возле шкуры плоть темная, рыба не свежая. У крашеной рыбы прожилки окрашиваются.
но у натуральной рыбы прожилки всегда светлые. Приложите салфетку к красной рыбе, и если салфетка окрасится, значит рыба крашеная. Рекомендации по выбору копченой рыбы. Рыба натурального копчения имеет характерное отверстие у хвоста, за которое она подвешивается в сушках или коптильнях. Это отверстие обведено темной подсохшей корочкой. У химически копченой рыбы такого отверстия нет. Рыба химического копчения имеет неестественно равномерный золотистый цвет. Под кожей она также желтая, а мясо светлое, как у соленой рыбы.